Обычная семейная пара из Тулы решила отправиться в кругосветное путешествие. Свою поездку Александр и Екатерина снимают на видео и выкладывают в блоге, где сейчас находятся наши путешественники и куда отправиться дальше. Всем привет! Доброе утро! Это опять мы. Мы по-прежнему находимся в городе Куско. Выселились из отеля и направляемся к месту сбора на Айаваску. Мероприятие это пройдет в течение 2 суток. 2 ночевки у нас там будет. Если вы смотрите это видео, значит, с нами ничего не случилось, и мы вернулись в Куско живые и здоровые. Потому что там такие согласия мы подписываем, что берем на себя всю ответственность за жизнь и здоровье и так далее, и так далее. Вот. Так что, если вы смотрите, значит, подписывайтесь. В следующем видео будут подробности о всем этом мероприятии. Ну, а мы продолжаем свой путь. Ну что, ребята, мы в автобусе. Группа, Готовы. да, не знаю, готовы мы или нет. Группа интернациональная, по-русски никто не говорит. Да, из русских только мы. Да, тут и Португалия, и США, Турция. Вот, русские только мы. Как мы будем общаться с персоналом, там, объяснять, что с нами происходит, плохо нам или очень хорошо, пока не очень понятно. На всякий случай взяли сменную одежду, если, скажем так, простоволосимся в каком-то месте. Вот. Ну, так что едем. Дорога где-то час, наверное, нас займет. Сегодня мы уже не едим вообще ничего. Только пьем воду, да. Утром мы поели фрукты. Катя вообще решила ничего не Я есть. просто попила чай. Да, я чуть-чуть ем фруктов, реально чуть-чуть. Почему-то, даже, честно говоря, аппетита нет и не очень хочется есть. Наверное, из-за все-таки вот этой горной болезни. Вот. Так что до следующего включения. Только что была остановка на групповое фото. На этом фото все улыбаются. Интересно, будет ли фото на обратном пути? И как кто будет улыбаться? Виды, конечно, потрясающие. Там, не знаю, видно на камере нет, но вдалеке видны заснеженные Анды. Очень красиво. Ну вот мы на месте. Не буду много комментировать. Снимать видео разрешили, но лучше я буду молча. Место, конечно, красивое. Проведу вам рум-тур моего номера на ретрите Айваски. Номер рассчитан на 3 человек. Вот это моя кровать. Номера, соответственно, женские и мужские. Вот такой вот вид. Там гора. Туалет. И душ. Ну, так все это выглядит.
Вчера был первый день ретрита. Сегодня утром мы едем волонтерить в приют для собак. Будем мыть грязных собак. Да. Об эмоциях, впечатлениях расскажем-то в конце, после окончания ретрита. Вот мы приехали в приют для собак волонтерить. Саша несет корм. Вот у нас встречают первые собачки. Сейчас будем убирать у собак. Это вроде как бы и чисто, да? Впечатление о мероприятии. Я еще от вчерашнего не отошла, меня тошнит. Столько какашек мы еще никогда не видели. Больше всех убрала я какашек. Ну, теперь все чисто. Собаки довольны. Посмотрите, какой вид открывается из нашего окошка. Альпаки гуляют. Внизу речка. Какие величественные горы. Ну что, друзья, вчера мы вернулись с ретрита Айаваски. Как видите, мы живы и Да, здоровы. живы-здоровы. Попробуем рассказать вам. Я думаю, это многим могло быть интересно. В общем, от Куска это находится примерно в 1,5 часах езды. Вот, автобус нас забирал с площади. Было нас 10 человек. Вот, были в основном иностранцы. Ну, и все иностранцы, кроме нас. Вот, по приезду провели медицинский осмотр каждого человека. Несмотря на то, что у нас с собой были и кардиограммы, и заключение врача, все равно повторно нас проверили, сделали повторную кардиограмму. Вот. Нарушений не выявили, то есть, ну, как бы, образно допустили к процедуре. Вот. Обеды включены в стоимость, точнее, даже не обеды, завтраки. Завтра. Да. Ну, завтраки не как обеды. Достаточно вкусно. Вегетарианская еда. Ну, только яйца были, да? Да. Один день были перепелиные яйца, другой день были обычные куриные. Вот. Супчики, ну, вкусно готовят. Десерты тоже Десерты, все без всё сахара. да. Много фруктов. Вот. Комнаты и расселения сугубо по половому признаку. То есть отдельно мальчики, отдельно девочки. Вот. Получается так. Территория Довольно-таки большая, очень красивая. Да. Среди гор расположение такое, как... покажем Да. вам видео с дрона, как это все выглядит. Очень красиво.
Вообще территория ухожена, здорово все сделано. Гуляют альпаки по территории, собачки. Вот. В плане организации вообще никаких нареканий и вопросов у нас нет. Молодцы, очень все внимательные и так далее, и так далее. Здрасте. Вот. Теперь о самой процедуре. Ну, как уже говорили, 2 дня, то есть 2 вечера начинается процедура сначала с часовой медитации. Ну, такая отдельная тема – это медитация. Когда медитируешь, когда прыгаешь, когда бегаешь. Ну, такое странное для меня мероприятие. Вот, это в 6 часов. А в 7, да, начинается, в 7 уже начинается сама процедура. Как она выглядит? А, Это комната, круглая комната с куполом. Вверху прозрачное, ну, типа окошко. Часть купола прозрачная. А, Тишина, никакой ни музыки, никаких звуков не воспроизводится. Но из-за того, что по территории течет маленькая речка, вот этот звук постоянно слышно, журчащей воды, ну, как бы успокаивает определенным образом. Вот. По кругу все ложатся на такие матрасы толстые. С учетом того, что на улице холодно, все накрываются пледами. Вот. И в зависимости от того, как прошло ваше собеседование, а на этом собеседовании вас спрашивают о том, употребляете ли вы наркотики, употребляете ли вы алкоголь, в каких количествах. То есть они делают оценку организма по этому опросу, какую дозировку айаваски вам нужно дать. То есть все получают разное, кто-то меньше, кто-то больше. Вот. После этого по одному каждого вызывают, ну, возможно, чтобы не перепутать, там кому какая доза. Все получают свой шот айаваски. Выключается свет, посередине горит свеча, такой полумрак, вот, и вы лежите в ожидании как бы наступления эффекта. Ну, как не знаю, как назвать, девушка, главная девушка, там, да, вот, ну, не знаю, может сказать, директор, да, наверное. Помимо нее там присутствует медицинский сотрудник, медицинская сестра в этом же помещении, присутствует шаман и присутствует Ну, женщина. помощница шамана. Она, да, но она даже не скажет, что помощница, она, в общем, мастер по приготовлению этого зелья. Вот, она специалист. Вот. А, Все выпивают, да, и вот это к чему я говорю, это старшая, который директор, как бы, она говорит, что в течение часа нельзя пить воду и как бы, как это правильно сказать, нельзя рваться, то есть надо держать в течение часа это зелье в себе. Забегая вперед, скажу, что позывы такие происходят и довольно быстро по поводу того, чтобы как бы из себя это все извлечь. Вот. Все лежат. Первый день расскажу, как у меня было. Пролежал я час, пролежал 1,5 часа. Никаких вообще эффектов нету. Учитывая, что прошлой ночь мы еще не спали, я просто сижу, засыпаю, и как бы, ну, непонятно, что делать дальше. Но через час ты можешь, к тебе подходит, ты можешь попросить дополнительную порцию. Я попросил дополнительную порцию, мне налили примерно столько же еще, может, чуть поменьше. Я выпил. Где-то, наверное, через, не знаю, еще, наверное, через 40. Появились какие-то первые непонятные, ну, какие-то галлюцинации. Какие-то, типа, ну, видения, легкие какие-то галлюцинации. В общем, в этот день я пролежал до 12 часов, ну, скажем так, без особого эффекта. Я не помню, рвался я? По-моему, рвался, да? Один раз меня вырвало, вот. Ну и как бы все, я попросился, ну, многие люди остались еще, я попросился в свою комнату, меня после каждого приема, когда ты собираешься идти в свою комнату, обязательно проводят осмотр. Еще раз меряют давление, уровень кислорода, там, ну, в общем, такие легкие процедуры. Вот.
Я ушел домой, ну и как бы все, я уснул, и никаких особых эффектов я не почувствовал. Вот. А вот на следующий день, на второй день, все то же самое, медитация, мне чуть увеличили дозировку, ну вот, и эффект я почувствовал буквально, наверное, минут через 20 после приема первой дозировки. Очень тяжело описать свои ощущения, свои эмоции. Начнем с того, что даже тактильные ощущения, они увеличиваются, я не знаю, ну, наверное, раз в 10. То есть у меня там, например, в руках была салфетка, я эту салфетку, не знаю, ну, ощущения были такие, что я, ну, что-то приятное такое вот. Просто ты больше чувствуешь, ну, все, что тебя окружает, включая и запахи. А запахи вот от этого зелья, они такие навязчивые, что как только они попадают вот мне в обоняние, да, рвотные позывы наступают практически тут же. Вот. Это были вот, ну, такие типа галлюцинации, ощущение, что тебе очень хорошо, очень приятно, ты лежишь, улыбаешься, какие-то веселые вещи там тебе приходят в голову, ты можешь там посмеяться, вот. И все это на фоне каких-то образов. То есть ты представляешь, ты чувствуешь так, что ты можешь заняться, в принципе, чем угодно. Тебе стоит только на чем-то сконцентрироваться, да. То есть у меня были в голове такая мысль, такая почему-то, я могу, например, поиграть в какую-то компьютерную игру, там, которую я играл в детстве. Прям взять просто и поиграть. То есть мне для этого не нужен ни компьютер, ни телевизор, там, ни приставка, ничего. Я могу отправиться в путешествие куда угодно. Я могу получить все, что угодно, увидеть все, что угодно, заглянуть куда угодно. Но надо сконцентрироваться. А сконцентрироваться очень тяжело, потому что вокруг очень много всего происходит. То есть на одном чем-то конкретном очень тяжело сконцентрироваться. А, вот из полезного, да, что я для себя получил во всем этом мероприятии, как я для себя вижу пользу вообще всего этого. Если, например, у вас есть какие-то проблемы, которые необходимо решить с психологом, вот, например, да, мне там взаимоотношения, например, с родителями, предположим, и к психологу вы будете, может, ходить там год-два, если повезет с психологом. Здесь вы эту проблему действительно решаете в течение вот этих нескольких часов. Вы ее видите со своей стороны, вы видите со стороны того человека, с кем у вас какие-то, ну, не то, что даже на разногласия, а вот, ну, обиды у вас на человека, у человека на вас. И вы все это каким-то образом прорабатываете. Тяжело объяснить, но итогом, то есть и вы разрешаете эту ситуацию, вы прощаете человека, и как будто человек понимает вас и тоже прощает. Какие-то были видения в плане того, чем заниматься, какой род деятельности вести, какие-то личные моменты про будущее. Я не знаю, я не верю в такие чудеса, вот, но что это реально что-то, да, предсказание какое-то. Но в плане того, что можно разобраться с собой и что-то понять именно про себя, это вот 100%. Конечно, это какой-то высоко, высокодейственный, э, не знаю, канцероген или галлюциноген. Ну, по-другому быть не может, я не знаю. Еще раз повторю, я в чудеса никакие не верю, и в шаманов, и все это такое. Это что-то такое, да, вот какое-то вещество такого рода. Вот. Процедура закончилась у меня буквально 3 часа в этот день. Вторую дозу мне, естественно, вообще не потребовалось. После 3 часов, как только я проработал последний вопрос, как по щелчку пальца, все, ну, как бы закончились все галлюцинации, все видения, все закончилось. Я попросился в номер, мне провели медицинское свидетельствование. Ну, как бы не буду забегать вперед, у Кати была совсем другая история. Когда я вышел, она находилась
совсем в другом помещении и совсем в другом состоянии. Потому что она сама расскажет, как у нее было все это. Ну, в первый день у меня было, наоборот, все, в принципе, хорошо. У меня были свои видения. Я тоже прорабатывала свои какие-то моменты, вопросы. Мне приходили ответы на мои запросы. А на второй же день было все гораздо хуже. После выпитого шота айваски мне стало как-то очень плохо. Плохо эмоционально, плохо Сейчас я перебью. физически. Просто во многих источниках, да, мы не знаем, как по поводу перевода, потому что нам-то все это объясняли, естественно, но мы не все понимали. Вот. Но когда я читал, изучал, надо через час, если есть позывы, надо вырваться и надо как бы освободиться от этого. Я так понимаю, у Кати произошла определенным образом какая-то передозировка, потому что у нее позывов... У меня, да, не было рвотных позывов этих сильных, было ощущение того, что подташнивает, но чтобы это все вырвать, у меня не получалось. И мне стало очень тяжело физически, эмоционально. Я попросила помощи. Меня увели в комнату, где доктор, положили на постель и наблюдали за мной. Там началось самое интересное. А, Физически был очень сильный тремор, эмоционально вообще в голове непонятно, что происходило. Казалось, что я умираю, я просила помощи. Потом мне дали лекарство, которое как бы, Убирает да, симптомы. убирает, блокирует действие айаваски. И после этого у меня началось как бы отпускать, и в этот момент у меня э, появились такие видения, как будто я умираю. И раз за разом я проходила вот эту вот как клиническую смерть. Я слышала звуки там, вот, разных аппаратов медицинских, как будто бы там. Ну, а, который измеряет Да, сердцебиение. вот. И в какой-то момент я уже услышала, что пришел Саша, и я слышу, что он спрашивает, где Катя. И только в этот момент я стала приходить в себя, ну, более-менее очнулась. А так, ну, как бы у меня было состояние то, что я нахожусь вот на грани жизни и смерти. Вот, соответственно, когда Саша пришел, меня уже стало отпускать, он со мной посидел, и потом тоже меня проверили давление, там, не знаю, что пульс, кислород, и только после этого отпустили в комнату. Вот. Ну, если честно, я думала, что я не выживу. Вот. В общем, ну, у меня мои выводы я сказал, да, польза от этого есть, Да, однозначно несомненно, есть, польза от да. этого есть. Действительно, в определенных моментах эта процедура помогает. Каких-то откровений таких вот прям, ну, действительно больших про будущее, там, не знаю, я не увидел. Были намеки, скажем так, определенные образы, вот. Но не знаю, посмотрим, как это повлияет в Да, в любом дальнейшем. случае это опыт определенный, и, ну, как бы, Ну, каждый должен решать сам, да, нужно это ему или не нужно. наверное, Во-первых, стоит изучить больше информации перед да, данной да. церемонией, потому что, Но если, вот я не знаю, конечно, нам не с чем сравнить, в других процедурах, в других, кстати, ну, ретритах мы не были, но здесь все организовано, мне кажется, ну, лучше организовать просто невозможно. да, в плане организации вообще никаких вопросов. Ни один человек не ушел после этой процедуры просто без обследования. Ни один человек не ушел самостоятельно. Ночью всех проводили до номера. Если кому-то было плохо, то потом приходили в номер, еще и в номере несколько раз Да, проверяли состояние, вот эти все пульсы, кардиограммы, я не знаю, что там они делают. Вот. Если кому нужна информация именно вот о месте, где мы проходили, да, мы не будем размещать это нигде, ни в комментариях, там нигде, ни в геолокациях, потому что у нас вроде как в России по законодательству вообще запрещено это все, вся эта процедура. Но если в личном сообщении кому-то надо, мы можем поделиться. Вот. А в целом решайте сами. Но и скажу еще, что процедура, по крайней мере, в этом месте, она, ну, для нас точно не дешевая. Совсем не дешевая. У нас был 3-дневный ретрит, там есть 5-дневный, и еще больше. Я сейчас не помню стоимость, по-моему, 1200, да, за двоих? Или сколько? 700 на одного, 1400 за двоих. 1400. $1400 это за двоих.
700 за одного человека. Это при 3-дневном ретрите. Вот. И если у вас нет медицинского освидетельствования и кардиограммы, дополнительно еще $50, и вам это все проведут на месте по приезду. Вот. Так что цена такая существенная. Да. Вот. Но мне было интересно. Я рад, что попробовал. Так что выводы делайте сами. Если есть вопросы, в комментариях пишите, мы будем отвечать вам по мере возможности. Да. Все, всем пока. Пока-пока.